Всем яркого творческого настроения! Меня зовут Лариса, и я очень рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня я покажу, что у меня сшилось в подружке вот этой маленькой подушки. Кстати, я не стала делать здесь мастер-класс полный, потому что уже на основании маленькой подушки мастер-класс есть. И если вам интересно, как же собрать подушку, кресло, пуфик такой формы, пожалуйста, переходите по описанию, вернее в описании по ссылке, и увидите полный мастер-класс пошаговый, как сшить такую вот вещь интересную, да, то есть от игольницы до кресла, welcome, все в ваших руках. Итак, ткани я использовала остатки мебельных и портьерных. Еще там у меня мелькнула старая наволочка декоративной подушки, тоже я ее с удовольствием порезала. Дополнительно сделала декоративные квадраты, для этого приготовила основание 40 на 40 сантиметров и нашила на него часть ткани, которую порезала на полоски. Нашивала произвольно, просто накладывая там, так вот внахлёст, как получается. Детали получились довольно плотные. Так у меня вышло 5 штук квадратов одной ткани, 5 другой, они однотонные, но тем не менее за счет стежки и такого внутреннего рисунка смотрится очень хорошо. Кстати, некоторые нашивала просто на вискозную салфетку, потому что уже плотность мне надо было добавить. И вот таких 5 декоративных квадратов, они вроде бы похожи, но каждый отличается, потому что расположение полос немножко там наклоны разные и смотрятся уже по-другому. Какая машинка помогает мне осваивать такие плотные довольно ткани, читайте также в описании под видео. Если вы стоите перед выбором покупки машинки, рекомендую. Модель вообще замечательная. Рисунок вот этих декоративных деталей можно делать на свое усмотрение. Можно и не делать, все в ваших руках. И сразу показываю вам результат, который у меня не помещается в кадр, потому что штатив все еще не охватывает все помещение, в котором я сейчас нахожусь. Подушка получилась большая, я все еще называю автоматом подушку, но это реально получился такой пуфик. Я прям вот когда его собрала, так вот легла на него, это был просто кайф. Кстати, набивка там в кресле. Помните, я говорила, вы удивитесь, чем я буду набивать. Это ненужные вещи. Хороший вариант использования, когда вот и выкинуть жалко, и отдать как бы некому. Дальше подушка получилась, двухсторонней, довольно тяжелой, устойчивой. Для стяжки я использовала пуговку и резинку. Резинка дополнительно еще стягивает вот эти две стороны между собой. Подушка получилась двусторонней, вот такой вот большой. Опять напоминаю, что ссылка в описании. Там вы увидите, как я шила маленькую, и сможете на основании этого же сделать любой вариант большой подушки. Опять напомню вам про свою швейную машинку. Просто вы часто спрашиваете, какая модель у меня машинки. Заходите, смотрите. Кресло получилось очень мягкое, и я уверена, что оно понравится деткам обязательно. Ну, плюс оно безопасное, то есть в любой игровой поставите, и оно будет отлично им служить. Спасибо вам, мои дорогие, за комментарии, лайк и поддержку канала. Ну и вот мои две красотки. Это одна сторона, и сейчас будет другая. Смотрится очень ярко. И сидеть удобно, и ноги, знаете, закинуть на диване, когда сидишь, тоже очень удобно. Желаю вам всем сиять. Всегда жду вас на своем канале. Всем пока!